Бел, пойдем. Кс-кс-кс. Друзья, в прошлом видео я вам показывала, как я затеяла ремонт в спальне, рассказывала подробно, что собираюсь там делать, и также рассказала, с какими сложностями и трудностями я сталкиваюсь при ремонте деревенского дома в одиночку. В общем-то, по этой причине ремонт в моем деревенском доме постоянно затягивается. Кстати, сложности и трудности возникли даже с покупкой кровати в спальню. Об этом я подробно рассказываю в своем телеграм-канале. В своем блоге я много снимаю атмосферных кадров о природе, рассказываю, как вкусно жить в сбывшейся мечте, но очень редко упоминаю о трудностях, потому что это, как правило, вызывает негативную реакцию зрителя. Однако в этом видео я приоткрою вам завесу своей закадровой жизни, расскажу, с какими трудностями я здесь сталкиваюсь, что переживаю и как с этим справляюсь. А трудностей в моей деревенской жизни на самом деле предостаточно. Когда я жила в городе, деревня мне казалась местом покоя, но на самом деле здесь очень много жизни, дел и ответственности. А дел на самом деле настолько много, что даже порой забываешь отдыхать. Первое, с чем я здесь столкнулась, это избыток физической активности. Например, зимой нужно постоянно чистить снег, летом косить траву. И в первые месяцы жизни в деревенском доме мое физическое тело буквально-таки ощутило все свои мышцы. И поскольку я живу здесь одна, то мне пришлось научиться переключаться между разноплановой физической работой, которая постоянно возникает то тут, то там, а порой возникают какие-то очень срочные дела, которые требуют безотлагательного вмешательства, и приходится бросать начатое что-то до этого. В первый год жизни в деревне я очень сильно вкладывалась физически. В результате я выгорела, и, конечно же, это сказалось на моем здоровье. Но в последнее время я стараюсь как можно чаще отдыхать, всех дел не переделаешь, и прям буквально-таки себя заставляю отдыхать. Например, периодически я устраиваю себе спонтанные дни. Это такие дни, в которые я могу себе позволить все, что я захочу. Ну, хочу я, например, спать. Сплю я в этот день столько, сколько мне захочется. Хочу я гулять, гуляю, сколько захочется. Хочу ничего не делать, не делаю, сколько захочется. Хотя мой мозг, он постоянно цепляется за какое-то дело, и приходится буквально-таки себя заставлять, отвлекать его на что-то другое. Например, вместо спиливания веток на деревьях я заставляю себя пойти поесть чего-нибудь вкусного, например, вкусных ягод. В общем, показываю мозгу о том, что не обязательно тревожиться за все подряд, а нужно иногда все-таки отключаться. А еще мне помогает отключать свой мозг от постоянно бытовой суеты живой огонь. Благо в деревне вот этого роскошества предостаточно. Можно разжечь мангал, можно затопить баню, а можно затопить и русскую печь. Живой огонь, он очень хорошо помогает расслабиться и сконцентрироваться на моменте сейчас. Ну и что говорить, деревенская баня, она тоже очень хорошо помогает расслабляться, только физическому телу. Как вы видите, избыточную физическую активность можно компенсировать другими плюшками деревенской жизни. Однако сложности и трудности деревенской жизни — это не только постоянная физическая работа. Еще одна серьезная трудность, с которой я здесь столкнулась, это постоянная тревожность за свои финансы. Хотя, казалось бы, за что тут тревожиться, да? Как бы в городе мы тратимся намного больше, чем в деревне. Но, оказывается, это не совсем так.
Например, в деревне значительно сокращаются расходы на питание, потому что часть продуктов можно у себя на огороде вырастить, да? Ну и что говорить, цены на продукты и другие бытовые вещи в провинции, конечно же, всегда дешевле. Ну и также сокращаются траты на одежду. В городе, например, мы одеваемся всегда очень красиво, нарядно и постоянно обновляем одежду. А в деревне ты можешь одеть что попало, и как бы тебе все равно. Главное, чтобы было функционально. Честно говоря, за почти 3 года жизни в деревне я очень редко ношу городские вещи. Одеваю их обычно тогда, когда нужно съездить в райцентр или в город, но это обычно случается достаточно редко. А в деревне я в основном ношу такую одежду, которая очень комфортная, функциональная и которую не жалко испачкать, в общем-то. Потому что если она испачкается или порвется, то не нужно покупать новую, ее можно и так носить куда-нибудь на огороде, вполне сойдет. Ну и поскольку я работаю удаленно, то какой-то особой рабочей одежды мне не нужно. Достаточно простой домашней одежды, чтобы поработать. Однако такая вот экономия в деревенской жизни, она с лихвой компенсируется другими серьезными тратами. Например, в деревенском доме очень много расходов на строительные и ремонтные работы, инструменты, а также очень много нужно вкладываться в садово-огородный какой-то инвентарь или дополнительную рабочую силу. Причем вот такие вот расходы на какие-то ремонтные, строительные дела, они зачастую возникают совершенно непредвиденно, совершенно спонтанно. Например, совсем недавно нас накрыл настоящий снежный коллапс. 3 или 4 дня, не переставая, шел снег, и, как вы понимаете, очень его много теперь. Друзья, репортаж с места событий. Меня засыпает снегом. Снега уже почти по колено. Я пытаюсь его чистить. Вот здесь вот я расчистила дорожку до дороги. И немножко курьером почистила для машины, чтобы разворачивались они. Снег сыпет. 3-й или 4-й день, не переставая. Я сегодня с крыльца еле вышла. Только с лопатой. Сейчас покажу, что у нас тут. Смотрите. Вот этот сугроб, он уже размером с мой рост. Возле забора. 1,63 м. Вот здесь сугроб вообще полез через забор. Вот такая вот история. Вот здесь я уже не чищу, потому что вот уже лопата не закидывает туда. Не хватает маха у меня. Только вот такую дорожку. И трындец вот такой вот у меня на крыше сейчас. Вот такой вот трындец. На бань так вообще. Крыльцо мое от земли где-то полметра. И смотрите, что здесь уже. Ну, то есть я могу прям выходить сразу в сугроб. Вот это вот я чистила сегодня. Здесь был метр снега на ней. Вот здесь вот возле дома, смотрите, какая история. Вот. Еще одна гора с мой рост, уже выше меня, кажется. И вон туда нужно как-то докопаться, что ли, я не знаю. Нет, вы так посмотрите на дерево, что с деревом. Насколько его снегом завалило, и там уже не видно лавочки даже. Забор тоже у меня весь. Смотрите, как снег на заборе. Оцените, уже по полметра снега по всему забору. Вот так вот. Смотрите, что творится. Вот здесь почистила. Я возле дома немного чистила. И вот так, смотрите, что здесь. С мой рост. Хребты, горы. Ну, хотя бы до конца дома дочистила вот здесь. А там у меня уже ни сил нету, ни времени. Там как придется. Будет время, буду чистить до бани. Не будет времени, не буду чистить. А пока вот так. А снег уже начинает нависать с крыши. Уже просто он свисает. Капец. В общем, как вы понимаете, друзья, при таких погодных коллапсах, конечно же, нужно нанимать людей, которые будут снимать снег с крыши, чистить его, как-то помогать и так далее. И на это, конечно же, нужны непредвиденные финансовые расходы. И порой бывает так, что у тебя нет финансов вот на такие вот форс-мажоры, и приходится как-то из этого выкручиваться. В такие моменты невольно начинаешь задумываться о финансовой грамотности. Например, я сейчас изучаю всю доступную информацию на эту тему. А еще я теперь всегда откладываю на подушку безопасности и оптимизирую свои финансовые потоки.
Кстати, с любыми жизненными трудностями здесь, в деревне, мне очень хорошо помогают справляться кошки. Кошки – это лучший антистрессор, успокоительное, антидепрессант, что там еще можно сказать. Эти маленькие пушистики мне отлично поднимают всегда настроение, и жизнь кажется вместе с ними не такой уж и сложной. Глядя на них, можно подумать, что вообще кайфово жить. Вы только посмотрите на Васька, как он кайфует от своей уютной деревенской жизни. Но не жизнь, а малина просто, да? Посмотрите на эту мордочку. Я просто умиляюсь с него всегда. Янка. ты мой сладкий кот. Что ты творишь-то? Что ты творишь? Бель. Атка? Атка? Давай, я беру лопату. Пойдем, Бел. Белек. Выпустила белку. Она не может понять, что происходит. Что, мой сладкий? Все, домой пойдешь, да? Пойдем, мой сладенький, пойдем. Скажи, там уже не пописишь, где я писала. Туда вот их выпустила, там и Вася с ней. Ой, я не могу. Вася, ты пойдешь домой, да? А еще любые жизненные трудности здесь, в деревне, сглаживаются приготовлением чего-нибудь вкусненького. Например, я совсем недавно научилась печь домашний хлеб. Это мой первый в жизни домашний хлеб, который у меня получился. У меня было очень много попыток это сделать. Ну и вот у меня наконец-то первая удачная попытка. В детстве, когда я была совсем маленькой, бабушка мне тоже пекла домашний хлеб. И вот эту хрустящую корочку намазывала чесноком с солью. Я до сих пор помню этот вкус и просто обожаю домашний хлеб. И я очень рада, что у меня наконец-то получилось его испечь. Он у меня получился очень вкусный. Если кому-то интересно, могу рассказать рецепт в Телеграме. А еще моя деревенская жизнь стала совсем интересной, как только у меня появился блог. Мне стали присылать очень много подарков, я познакомилась со множеством чудесных людей. И вот сейчас я вам покажу, какие мне подарочки подарили в очередной раз. Значит, моя подписчица Яна прислала мне вот такую вот красоту, я так полагаю, для моего будущего интерьера в спальне. Вот это, значит, такие салфеточки, их, похоже, на стол можно класть или на сервант куда-нибудь, или как панно вешать, мне кажется, на стену тоже очень будет красиво в виде таких вот мандал. Цветочки красивые. А вот это текстиль, ковер небольшой такой, ну где-то он метр на 1,5. Турецкий, он из хлопка, очень красивый. Тоже в таком бежево-коричнево-мятном цвете. Вот. И еще она мне прислала, смотрите, вот такое вот панно на стену в виде листьев. Помните, я делилась с вами идеями занавесок в свой дом. И вот хотела сделать что-то типа такого. Но сейчас понимаю, что это больше для украшения на стене. Вот так вот они интересно сделаны, из махрушек каких-то, по типу листиков, что-то похожее на это. И подвешиваются вот так вот на веревочку на стене. В спальне, может быть, где-нибудь повешу. На белом фоне они, кстати, классно будут смотреться и очень гармонируют с моим пледом. У меня темно-зеленый плед, видите, вот такого травяного какого-то цвета. Вот, и они очень похожи, они перекликаются. Белый, травяной, здесь какой-то более мятный. Ну, в общем, интересная штучка. Спасибо, Яна, огромное. Очень хороший подарок. А еще я тут недавно ездила в Нижний на выставку искусств «Арт-Мир», на которой я каждый год бываю, да, вы помните. И там было очень много интересных вещей, о которых я вам расскажу чуть попозже. А вот это я хочу показать подарочки от Алисы. Посмотрите, такие маленькие лопаточки сделаны из бумаги, и вот как-то они чем-то лаком покрыты или еще что-то. Такие интересные.
Их можно как брелок использовать или как украшение на стену, но, скорее всего, это будет игрушка для моих кошек, я куда-нибудь повешу. Вот. Может быть, повешу на кошачий игральный комплекс, и там они будут ими играться. Еще бабушка Алиса связала вот такие классные вещи. Вот это хлопковое полотенчико, связанное крючком. Посмотрите, какая классная техника вязания. Двойная, она такая вот плотная. Я тоже, кстати, люблю так вот плотно вязать. Мне очень понравился вот этот орнамент. Захотелось тоже в таком стиле что-то связать. Полотенце тоже такое приятного желтенького цвета. Я желтый, кстати, тоже очень люблю. Сочетание с белым, он очень красиво смотрится. Будет висеть у меня на кухне. И также бабушка Алиса связала мне вот такие вот прикольные носочки. Они с пяточкой. Видите, как все здорово. Двойная пяточка вот здесь. И они прям вот тютелька в тютельку оказались мне по размеру. Прям вот как будто по моей ноге бабушка Алиса вязала. Спасибо ей огромное, очень приятно. Я, когда приехала с ярмарки, одела их, и у меня сразу ноги стали отдыхать буквально таки. Шерсть, она все-таки лечит, друзья. В общем, они такие классные, они даже как тапочки. В них как в тапочках можно по дому ходить. Приятно очень. В общем, Алиса, передавай бабушке привет и огромное спасибо от меня. А еще хочу похвастаться вам своим недавним приобретением на той же выставке искусства «Артмир». Значит, мы там с Алисой нашли стенд одного мастера, который вырезает ложки из дерева. И вот такие вот ложечки мы нашли. Вот я взяла 2 больших и вот такую вот маленькую для специй. У меня есть специальная баночка деревянная для специй. Вот, и для нее прям вот не хватало вот такой вот ложки. Вот так вот берешь специи и посыпаешь куда-нибудь. Я все время пересыпаю или не досыпаю, а вот с ложкой будет очень удобно. Она сделана из можжевельника, она невероятно ароматно пахнет, я не знаю, как вам передать. Вот я сейчас сижу, вдыхаю вот этот запах, просто тащусь. Вы не представляете, как вкусно пахнет можжевельник. Это просто кайф. А и есть из таких ложек будет просто вдвойне круто. И, конечно же, я побывала на стенде нашей нижегородской художницы Ольги Кругловой. Вот она рисует такие вот замечательные картины. И я приобрела открытки с ее картинами. Вот здесь вот указана сила женского рода, сила мужского рода. И вот здесь вот такая вот красивая картинка семьи. Семья, дом, дети. Также там на стенде было что-то типа гадания. Вот это вот календарик на 26-й год, по-моему, да. Здесь вот написано «Путь к себе настоящий». Меня попросили загадать какой-нибудь вопрос и вытащить любой календарик из большой колоды календарей. Я вытащила вот этот. Это картина Ольги Кругловой, она называется «Долюби». Посмотрите, какая она очень нежная. Есть даже такое стихотворение «Долюби». Его многие читают в интернете. Посмотрите, там очень-очень душевные такие вещи. А еще мы с Алисой встретили очень необычную художницу, эмигрантку русскую из Голландии. Вот она тоже была на этой выставке, Лана Брайт. Она рисует такие вот картины в стиле образов русских народных сказок. Там всякие царевны, снегурочки, Елены Премудрой в кокошниках. Очень красиво. Вот она подписала мне вот этот буклет на память. Вот здесь можно посмотреть, кстати, ее соцсети. Всеми фотографиями с этой выставки я поделилась у себя в Телеграм-канале, ВКонтакте, на Дзене. Целую статью написала, там масса фотографий, большой текст, где я поделилась всеми впечатлениями от этой выставки. Поэтому, кому интересно, можете пройти посмотреть. Ну а я до сих пор вдыхаю запах этих ложек и просто балдею. Вот. Ну а тем временем снег достиг уже просто критической отметки. Если честно, я даже не помню такой зимы, чтобы было так много снега. Так, друзья, вот так вот выглядит сейчас мой дом. Вот так вот с мой рост сугроба. Здесь у меня во дворе один сугроб просто полез через забор. На заборе уже по полметра сугроба. А я копаю траншею до бани. Я пытаюсь спасти баню. Траншея прям в буквальном смысле этого слова, как вы видите. У нас сейчас мороз минус 20, ночью обещают минус 30. Вот пока я до такого уровня ее докопала, в общем-то. Здесь вот тоже с мой рост. Представляете, я стою с мой рост, снег здесь. Хотя вон там лавочка, на которой я сижу обычно летом. Ну, короче, вот метр снега где-то здесь. Глубина. И до бани еще копать и копать. В нашем райцентре я, значит, нашла ребят, которые ко мне сегодня вечером приедут. И втроем прочистят путь до бани. С бани с крыши снег снимут. И в том числе с дома тоже хотят. В том числе с дома снимут. Вон, смотрите, сколько у меня уже здесь метр снега точно на крыше лежит.
В общем, что я хочу сказать, друзья. Сложностей и трудностей в деревенской жизни предостаточно, но это не значит, что я здесь несчастна. Плюсов в деревенской жизни тоже очень много, и они вполне компенсируют все трудности здесь. Просто вопрос в том, как вы смотрите на эти трудности, как на решение очередной задачи или как на апокалипсис, от которого нужно бежать. На чем вы больше всего концентрируетесь? На решении жизненной проблемы или на негативных эмоциях от нее? Вот именно от этого и зависит, насколько вам будет комфортно жить в деревне. И, в общем-то, если вы выбрали деревенскую жизнь по зову души, то с трудностями будете справляться легко. И все будет хорошо. В общем, как вы понимаете, дело здесь не в деревне и не в городе, а дело в том, как вы воспринимаете, в принципе, жизненные трудности. Ну, в общем-то, на этом и все. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.